Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре хочу с вами поделиться процессом декорирования шаров в бархате. И несколько человек меня просили показать, как я делаю выкладку из страз на шарах, и как раз мне поступил вот такой заказ. Елочные шары диаметром 8 сантиметров в мятном мраморном бархате. Очень надеюсь, что видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Я уже их обрамила тесьмой, декоративной лентой и добавила крючки. Тесьму для закрытия шва я использую шириной 0,5 мм из золотого либо серебряного цвета, в зависимости от декора шара. И саму тесьму я перекрываю всегда декоративной лентой, либо цепью со стразами, либо более красивой тесьмой наподобие Шанель. И меня просили более подробно рассказать про материал, которым я закрываю швы на шарах. В ближайшее время я подготовлю видеообзор на эту тему. Дабы видео не затягивать, к этим шарам я уже подготовила банты со стразовой цепью. На моем канале есть видеообзор, как сделать такие банты. Посмотреть можно по ссылке вверху. На обратную сторону шаров я сделала простые банты, использовала отрезки ленты 2 штуки по 22 сантиметра. Так как шары в серебряном обрамлении, я буду использовать стразы в серебряных цапах различной формы и различного диаметра. Останавливаться более подробно на размерах страз я не буду. У меня есть на канале очень подробный видеообзор про стразы, кабошоны, стразы в цапах. Там я рассказываю диаметр, формы, которые нужны для декора елочных игрушек. Посмотреть можно по ссылке вверху. Перед тем, как раскладывать стразы на шаре, я всегда выкладываю узор сначала на рабочей поверхности. Почему при раскладке узора я использую стразы разной формы и диаметра? Для того, чтобы на шаре получился законченный декор. Когда в наличии есть стразы разного диаметра, у вас получится абсолютно любой узор. Также для этого узора я буду использовать цепь со стразами, которую использовала для декора банта, чтобы бант и декор на шаре перекликались между собой. Далее видео я ускорю, но все важные моменты буду озвучивать. И вот так узор выглядит вблизи, но мне он не нравится, чего-то за много, либо кажется, чего-то не хватает, поэтому я его поменяю и покажу уже вам готовый результат. И вот такой узор я буду клеить на шары, мне он напоминает немного бабочку, будет отлично смотреться на таких нежных шарах. Сейчас я покажу вам этот узор поближе. За основу я взяла стразу в цапах овальной формы, также добавила стразы лошадиный глаз, 2 капельки и 1 круглую. Добавила стразинки из цепи, которая светится как хамелеон, и еще маленькие стразы диаметром 3 мм. Стразы в цапах на шары, такие особенно мелкие, я всегда клею на клея B6000 либо B7000. И далее я покажу, как я клею стразы поочередно, чтобы не потерять узор. В любом узоре, который я делаю, всегда есть середина, и именно с нее я начинаю проклейку. А затем я клею одну из сторон, то есть разбиваю весь узор напополам. Так вы не потеряете рисунок и будете видеть всю симметрию на шаре. Правую сторону узора я клею на шар, не переворачивая, а когда проклеиваю левую сторону узора, я переворачиваю шар вверх ногами. Таким способом мне легче клеить, но, возможно, кому-то этот способ тоже поможет.
Из инструментов, которые мне помогают при проклейке узора на шарах, я использую пинцет для страз и отвертку с плоским концом. И вот уже правая сторона проклеена, осталось проклеить только левую. Для этого я просто переверну шар вверх ногами. И дабы видео не затягивать, я думаю, что весь процесс проклейки страз на шары вам понятен, поэтому покажу сразу готовый результат. Узор из страз на шаре смотрится красиво, волшебно. Я легонечко протираю стразы, так как еще клей до конца не схватился. Помните об этом, что такой клей сохнет 48 часов. И на этот шар осталось только приклеить банты на переднюю и обратную сторону шара. На второй шар я уже подготовила узор и сразу с вами поделюсь результатом. Я надеюсь, что сам процесс выкладки страз вам понятен. Единственное, что узоры вы уже делаете по своему желанию. И еще хочу напомнить, что банты и обрамление на шар я всегда проклеиваю горячим клеем. И вот узор на второй шар. Здесь за основу я использовала стразу в цапах треугольником. Также использовала капельки, мелкие стразы диаметром 3 мм и лошадиный глаз и круглую стразу. Этот узор мне напоминает елочку, и я решила еще по поверхности шара раскидать мелкие стразы, чтобы складывалось впечатление, как будто падают снежинки. И получились вот такие шары с россыпью из страз с двумя разными узорами. Заказчице я уже отдала шары, она осталась очень довольна. А вы напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такая выкладка страз. Буду ждать от вас обратную связь. И на сегодня это все. Я очень надеюсь, что видеообзор вам понравился и был интересен. И также я ответила на некоторые ваши комментарии. И если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!